Моя совместная история со Spirit в 16-м вроде году началась она, насколько я помню. Я точно не помню, если честно, то ли 15-й, то ли 16-й год. Но вроде 16-й. Мы играли своим стаком, искали организацию. Одному из наших тиммейтов, по-моему, Диме Бандурке, написал Русик, это менеджер тогдашний. Как-то мы проигнорили этот момент, а потом он написал, по-моему, Тохе еще. И Тоха говорит, вот нам ребята пишут, какой-то парень, говорит, вот у нас есть организация, мы готовы вас подписать. И да, с того момента мы пообщались и решили, то, что будем подписываться в Spirit. И вот с середины 16 года я в этой организации. Главная специфика работы тренера в академии — это просто с ребятами управляться, по сути. Подготавливать их к основной команде. Я их обучаю дисциплине, вообще, что такое киберспорт, да. Они в целом понимают, но они же как дети, знаешь, они заходят, как будто детский сад какой-то. Там сейчас у нас есть малые, которым по 15, по 14 лет, они там вообще постоянно угорают в TeamSpeak, ну, то есть там вообще никакой дисциплины, ну, их надо постоянно как бы держать ухо востро и рассказывать им, ребята, ну, надо посерьезнее как бы относиться к делу. Вот, и пытаемся делать из них профессионалов. Систематические тренировки, да, то есть показываем, что вообще происходит. В целом, вот этим тренер академии занимается, да, то есть подготавливает ребят к взрослой команде. Для меня киберспорт он очень схож со спортом, да, то, что это системность какая-то, как бы закончились уже, знаешь, какие-то там гулянки, то есть надо уже посерьезнее относиться ко всему. Это и со своим здоровьем подружить, так скажем, лучше питаться, держать сон нормальный, потому что очень любят ребят там не поспать там до 5 утра, например, засиживаться до 6 утра, и потом просыпать тренировки. Потом и результаты из-за этого страдают. Да, то есть когда-то проигрываем, я вот говорю, вот, ребята, вы сами все видите, да, то есть вы не отдаете всего себя, поэтому и результаты такие. А для меня киберспорт — это, по сути, системность, дисциплина и работа над собой постоянно. С авторитетом, благо, у меня проблем нету, потому что результаты говорят сами за себя. Когда ребята приходят, они уже понимают, кто я такой и что от меня ждать, как будто бы. Ну, не знаю, как-то так выходит. Вначале, да, было такое, знаешь, я захожу там в TeamSpeak, говорю, вот, ребята, я с вами буду тренироваться, это вот первый день у меня был. И там, кстати, забавная история была, то, что, ну, наверное, знаете, кто такой Фламус, да? Он проспал на 2 часа первую тренировку со мной. Это было забавно. Ну, в общем, что, я рассказал вообще, что мы будем делать, как мы будем работать. В целом, так и пошло после этого. Мой обычный день — это подъем где-то в 9 утра, потом подготовка к тренировке. Ну, понятное дело, что там всякая рутина, то есть умыться, все дела, покушать, вот. И потом где-то к 10 начинается работа. Просмотрим там каких-то демок. Ну, то есть подготовка либо к тренировке, либо к игре. У меня помимо еще моего состава есть еще там 3 состава, да, я там еще много чего слежу, много зачем смотрю. Предположим, появился какой-то новый паренек, за которым надо посмотреть, как он играет, чтобы еще его подписать, предположим, в другую команду. И вот так вот у меня, по сути, каждый день. И потом тренировка с командой. Обычно это с 12 там, до 9 вечера. Да, если там полная тренировка. И после 9 вечера там еще могут быть какие-то индивидуальные занятия с ребятами из других команд. Они часто меня пишут, просят с ними там посмотреть какие-то демки и попросить там помощи какой-то, совета какого-то. Вот. И потом, да, может быть, час на себя и спать. В дома я, наверное, провожу процентов 90 времени. Занятость достаточно высокая. А так, если есть какие-то турниры, есть, конечно, буткемпы, понятное дело, да, на них тоже ездим. Но там в основном тоже все в помещении. Да, ты приходишь. Я вообще люблю, на самом деле, выйти на улицу, но просто времени нет. Возможно, на старте были проблемы действительно с дистанцией, то, что я слишком сильно сдружился там с ребятами, но сейчас я не думаю, что это вообще проблема, и на самом деле я уже не так сильно дружу с пацанами, потому что все-таки разница в возрасте дает о себе знать, да, зачастую. Но так в целом я больше такой как бы наставник, но при этом и как бы помогаю, да, с какими-то вещами. То есть если они там что-то хотят узнать, я там всегда помогу. Нет такого, что я какой-то серый кардинал, знаешь, и со мной там нельзя вообще пообщаться. То есть там даже пацаны какие-то, знаешь, 16-летние, 15-летние сейчас вот мне пишут, я смогу спокойно с ними общий язык найти, потому что в этой сфере уже много кручусь, там лет 4-5. С 21-го, наверное, 4. Если еще считать там ребят других молодых, с которыми я работал, то, наверное, больше. Вот, и как-то я уже привык к этому. Мой формат работы — это, да, я самый главный,
в команде, и дальше идет капитан и все остальные. Но в целом я самоопытный, пацаны мало что знают, поэтому в ином смысла как будто бы нет. Ну, по сути, я беру на себя всю ответственность, да, за все. За результаты, за то, что там раунд какой-то проиграли, да, предположим. И идем какую-то официалку играть, да, я говорю, там, вот такой план, делаем вот так. Если там сделали, например, так, как я сказал, и в итоге проиграли, ну, получается, проиграл я. Вот, и поэтому им как-то проще. Я оцениваю потенциал игроков больше, наверное, по тому, как они кнопки нажимают. То есть как они крутят мышкой, прицелом водят. Мне нравится, да, потому что если парень очень хорошо убивает и очень хорошо делится, у него как будто потенциал очень высокий. Но есть зачастую, опять же, потолок, в том плане, какой у тебя игровой интеллект вообще в целом. В некоторых демках это видно, но ты никогда не знаешь, как он общается, какие у него там есть ментальные, может быть, проблемы, потому что если ты играешь какой-нибудь Face-It, да, это совсем иное, если ты играешь какой-нибудь там официалочку. И у некоторых бывают проблемы. Есть даже много профессиональных игроков, у которых до сих пор есть проблемы, да, то, что они, предположим, на тренировке показывают там какие-то сумасшедшие результаты и там могут быть лучшими игроками мира, а потом идут на игру и обсираются. Поэтому примерно это клатч. Когда ты остаешься один против там двоих, троих, и у тебя есть примерное понимание, где они должны находиться, что они должны делать. И если видно то, что у парня есть план какой-то в голове, по которому он следует, и как он реагирует на какие-то ситуации, да, которые возникают у него в экране, по ним плюс-минус понятно, насколько он вообще умен во время игры. Так можно, на самом деле, много кого определить, кто вообще ничего не понимает, но зато стреляет очень сильно, да, его надо будет очень много учить всяким таким вещам. А есть ребята, которые, наоборот, там, например, больше понимают, но хуже стреляют. Ну, тогда им надо в другую сторону делать упор, да, то есть на стрельбу какую-то. Игрок Академии тренируется в зависимости от его расписания, да, то есть его вообще режим, все это зависит от его расписания, да, потому что если он, например, не учится, не работает, то он может вообще целый день играть, да, в целом. Понятное дело, то, что у нас есть свое расписание, где мы там работаем 8 часов, может быть, 10 часов, то есть у него есть свободное время всегда, какие-то там свои индивидуальные вещи сделать, ну, просто на себя время, да, уделить. Вот. А если мы говорим про ребят, которые учатся, да, то мы постараемся под их расписание определенно, да, чтобы у них был нормальный сон, да, потому что если ты там идешь в 7 утра, встаешь, идешь в школу, понятное дело, ты не можешь играть там до 12 часов, поэтому мы там заканчиваем там в 10. У нас вот есть команды, которые работают по 6 часов, иногда по 5 часов. При переходе из академии в основу нагрузка увеличивается достаточно серьезно, на самом деле, потому что там уже намного больше работы. Как намного больше? Наверное, просто больше. Не намного, прям, но больше. Да, потому что тебе надо будет больше следить за тем, что ты делаешь, что делают соперники, больше изучать каких-то вещей, потому что игра в основе — это уже больше стресса, ну и больше работы в целом. Потому что там за тобой много кто смотрит, тебя пытается больше людей переиграть, и там намного более сильные люди играют. Вот, поэтому так, как только ты переходишь на какой-то следующий уровень, да, сделаешь степ-ап, так скажем, в карьере, то там надо еще больше работать. Базовые вещи, так скажем. То есть не говорить чего-то лишнего, да, то есть все по фактам просто рассказываем, без матов, там, ну, то есть надо себя вести как профессионалы. Четко какие-то вещи обсуждаем, которые там спросили, не выходим за рамки какие-то, и в целом вот так вот. Проблема токсичности, да, по сути, временем зачастую они сами решаются. Ну, а так в целом это разговор по душам, да, то есть я там могу кого-нибудь взять с собой, там, пообщаться на балкон, если мы там на буткемпе, предположим, если мы там, предположим, в онлайне, то это в отдельную комнату в TeamSpeak и обсудить с ним, так скажем, накипевшее. Иногда бывает то, что мы вместе все обсуждаем это, да, потому что я не всегда могу даже заметить что-то токсичное. В целом мне игроки могут иногда говорить, вот мне кажется, что этот парень со мной играть не хочет, например. Да, такие вот бывали моменты у нас в академии. Вот, и я такой, да ладно. Для меня это как бы сюрприз был. Вот. Ну, и потом что, пошли пообщались, и оказалось то, что это все неправда. Вот. Ну, и в целом, если какие-то проблемы такие возникают, да, токсичность или что в этом роде, просто общаемся. Тоже скилл тренера, да, вовремя заметить вообще вот эти вот ситуации и грамотно менеджить, вот. Потому что разные люди есть, да, у них разное мировоззрение, разный эмоционал, да, кто-то там, например, орет постоянно как-то не в себя, кто-то там очень спокойный, и в целом это, наверное, скилл больше. С опытом это приходит у тренера, да, то есть я тоже, на самом деле, в начале, когда сидел, я там это плохо видел, ну, а потом ты это уже как бы все больше и больше подмечаешь, когда что-то назревает. Благо сейчас, мне кажется, я с этим хорошо справляюсь.
Отдел аналитики нам дает данные по фейситу ребят, да, и там есть, опять же, статистика, которую невозможно достать, если это не наш софт, да, какой-то. Это очень полезно, на самом деле, потому что по цифрам можно определить, насколько хороший вообще игрок. Да, там есть, по сути, 4 там каких-нибудь самых важных показателя, как для меня, вот, и я по ним могу определить, насколько вообще игрок потенциально хорош по этим показателям. Есть и другие показатели, да, и можно видеть, какой у него плейстайл, например. То есть если он достаточно умный, то у него будет, например, высокий показатель побед в клатчах. Потому что, как показывает практика, например, есть там, смотришь там других профессионалов, которые клатчи действительно часто выигрывают, у них действительно хорошая статистика по клатчу. И если мы найдем игрока сравнимого, да, с этими показателями на фейсите, то он, скорее всего, тоже будет хороший клатч играть. Но тут тоже зависит еще от психики по итогу. Как вообще собирался отдел аналитики и как мы вообще с этим всем занимались? Да, на самом деле, все просто Шир собрал нас, сказал, что давайте говорите ваши запросы. Мы дали свои запросы, он пошел, он дал задания, и все вот так, в принципе, произошло. Там часовое общение было примерно. Задача Академии, в целом вообще подготовить ребят, опять же, я уже говорил об этом, к взрослой жизни даже где-то, да, где-то к игре в другой, возможно, команде, потому что не каждый попадет в основу, это надо понимать. В целом ребята могут себя оценить, так скажем, да, в академии, насколько они вообще готовы к этому, стоит ли, например, связывать свою жизнь с карьерой в киберспорте. Например, вот у Олега База, который с нами играл, вот он понял, наверное, для себя то, что для него будет сложно быть киберспортсменом и ушел в другой вид деятельности. И в целом ты себя так можешь протестировать, да, если ты сможешь достигнуть этого уровня, да, дойти до академии, протестировать себя на этом уровне, и в целом ты ничего не потеряешь, да, то есть ты получаешь какую-то денежку, ты учишься в школе также, и если у тебя там, например, был там план А, там, попробовать киберспорт, и план Б у тебя есть там, если что, в школу, и, там, в колледж или в университет пойти, там, на другую специальность. Вполне можно себя как раз вот протестить в академии. По поводу тенденции, что молодые хотят попасть в основу, тут на самом деле двояко. Кто-то хочет, кто-то просто для себя идет, чтобы уровень свой поднять, да, и дальше уже будет смотреть. Я думаю, что Спирит многие хотят попасть, потому что это как бы лучшая команда русскоязычная, да, именно, которая на русском разговаривает, вот. Но, опять же, там всего 5 человек. И там есть один парень, которого, не заменить, как бы, поэтому там 4 места, по сути. Когда происходит трансфер из академии, тут, понятное дело, к нам приходит запрос, обычно к нашему боссу, вот, а потом доходит до меня эта информация. Потом с игроком просто общаемся, хочет он, не хочет, да, в первую очередь. То есть мы с ним обсуждаем вообще варианты какие, что у нас по будущему, есть ли у него шанс попасть в основу. И если мы понимаем, что шансов попасть в основу в ближайшее время, предположим, нет, в ближайшее время, полгода, год, перед ним предстоит выбор, да, то есть идти туда, куда ему предложили, либо остаться с нами, предположим. Вот. В теории мы можем еще сказать ему то, что, мы вообще дисбанд собираемся делать, да, как бы, то есть либо ты идешь туда, либо ты, на банке будешь сидеть. И туда он, наверное, все-таки согласится куда-то пойти. Бывали случаи, когда действительно игроки не уходили. Например, вот в нашем составе к Максиму, например, приходили Киосуки. Да, вот зимой, вот с 24-25 год, да, зимой к нему приходило много офферов, он решил остаться. И, как мы знаем, он потом все-таки ушел. Вот. И с другим ребятам тоже приходили офферы. То есть сейчас мы сидели, когда вот Максим ушел, нашим ребятам приходили офферы, но они решили то, что мы будем вместе, мы будем как мушкетеры. Вот. И по итогу решили все остаться вместе. Давайте посчитаем, сколько было ребят в Академии, которые сейчас играют на просцене. Сирен, Зонтикс, Артфрост, Донг, Киосуки, Магноджес, Альфа, Натинеки, по-моему, кого-то забыл, Патси, Фламус, кстати, он, если честно, мало побыл со мной, я его вряд ли чему-то научил вообще в целом. Можно еще повспоминать там ZNX какого-нибудь, но это, так скажем, ребята, которые там на тир 4, на тир 5 не задалась карьера у них. Чтобы ребенок был старше своих лет, это на самом деле редкость. Да, потому что, наверное, зависит от жизненной ситуации, от воспитания и вообще от мировоззрения. Потому что в таком возрасте как будто бы ты не всегда думаешь вообще о каких-то вещах больших, да, не задумаешься об этом. Но если, например, что-то тяжелое пережил, да, тогда да, у тебя уже действительно есть что-то в голове, о чем ты задумаешься, потому что у тебя твой мир не такой розовый и зеленый, так скажем. Да, такие ребята, они, наоборот, даже сильные ментально, психологически намного сильнее, да, чем ребята, которые
там, предположим, живут в розовых очках, каких-то там своих мыслях. И с ними намного удобнее работать, намного легче даже. Не удобнее, а легче. У меня было только один раз общение с родителями, 2 раза, ладно. Мне писал отец Звейх один раз, когда мы его не взяли в команду, да, говорит то, что мой мальчик самый лучший, но он там хорошее письмо написал, мне длинное достаточно, ВКонтакте. Нашел меня как-то, я не знаю, может быть, Звейх ему дал мой контакт, вот, и написал мне такое письмо, ну, на самом деле, знаешь, которое трогает, то, что Ванечка там еще молодой, ничего не особо понимает, ну, хотелось бы, чтобы вы дали ему шанс, вот, шанс я в итоге не дал ему. И с папой Сифа, все, больше ни с кем не общался. На самом деле ситуация с поддерживающими родителями, наверное, сильно изменилась с моментом, когда в моем возрасте, да, киберспорт когда появлялся, да, только там мало о нем очень кто-то знал, вот, и никто особо не понимал, что это такое. У меня там бабушка кучу раз говорила: Дима, может, ты завяжешь уже с этими, со своими игрульками и так далее. Вот, я говорю: так, бабушка, давай не будем. Я уж выбрал, как бы. Вот. Благо, отец у меня был понимающий в этом плане, да, и сказал: ну, раз ты так хочешь, почему нет? А сейчас я вот общаюсь с новичками какими-то ребятами, там, когда подписываем кого-то, спрашиваю отношение родителей к их деятельности. Они говорят: ну, поддерживают, зачастую. Да, очень редко, когда я слышу, что крайне негативно, там, не дают играть или что-то в этом роде. Там один раз из 20, может быть, детей, кому-то реально тяжело. А все остальные, там, все нормально. Только, может быть, старший брат не дает играть иногда. И все. Я думаю, наш имидж, да, сильно нам, на самом деле, помогает, потому что у нас есть там и наш там интро вот это на 10 минут, да, то, что такое Spirit Academy вообще. Вот. В целом это можно показать родителям, дети, я думаю, вот спокойно могут рассказать вообще, что такое киберспорт, да, презентацию, так сказать, им сделать и показать: вот смотрите, вот есть такой тренер, есть вот такие вот у них результаты, вот такие игроки оттуда вышли, вот чего они добились, сколько у них подписчиков там, предположим. Я не знаю, что они там говорят в целом, но я думаю, да, это сильно помогает. Сейчас в Академии могут быть таланты уровня Донка. Но это все зависит, опять же, от них самих, да, и от нас, конечно, тоже. Я думаю, второго Донка не будет точно, но вот его, например, превзойти или там, предположим, дойти до него, такое вполне возможно. Да, тут, опять же, будет зависеть от самих ребят. Скажем так, возрастное ограничение у нас действительно присутствует, но всегда есть нюансы, да, то есть, например, есть капитаны команд, и с ними туго, прямо скажем. Вот. И поэтому более взрослого парня взять на капитана как будто бы нормальная идея, как мне кажется. Он как бы со своего опыта еще может что-нибудь рассказать ребятам помладше и поставить их на место где-то, когда нужно. Мне кажется, то, что так и должно быть. Да и в целом, если мы посмотрим за тенденцией и в спорте, и в киберспорте, обычно самые старшие, они как раз капитаны. Другие академии действительно присутствуют. Да, есть и Virtus.pro, есть OneWin, есть Aurora Академия. Их много. И в целом много академий. Сейчас это как будто бы тренд теперь какой-то. У Virtus.pro сейчас вот начинают они, например, молодых талантов себе в основной состав подбирать. Как будто бы, знаешь, в Spirit задали тренд, да, вот то, что вот смотрите, мы вот академию сделали, вот смотрите, какие ребята у нас. Но в целом академия, кстати, успеет не первая академия, как будто бы, да, была совсем не первая. Мы, наверное, одни из первых, кто начали вот результаты давать такие. Именно с ребятами, знаешь, которые прямо с нуля мы их отучили. Потому что, например, можно говорить о том же Мауза, да, у них тоже были игроки с академии, но они все были как бы уже плюс-минус опытными игроками, то есть у них там могло быть по 200 официалов на ХЛТВ. У Нави тоже, да, была академия есть, понятное дело. У них, ну, тоже хороший результат, очевидно. Что вообще говорит о успешности проекта академии? Наверное, то, что какие игроки выходят из нее. Наверное, это говорит. Его суперсила в том, что он, наверное, правильных людей набирается в организацию. В этом, наверное, главная его сила. Он жесткий, он босс. И спасибо, опять же, Ширу, что поверил в меня. То, что каждый раз, когда у меня там были какие-то сложности, он подбирал для меня варианты. И вот вариант с Академией как будто бы спас мою карьеру, наверное, даже. Потому что я когда там был игроком, у меня там не очень задалось, там, прямо скажем. Вот потеря уверенности, там все дела, а потом бац, говорит: давай тренером будешь. Я говорю: давай. И поперло как-то. Мне не нужен был этот разговор, когда именно с игрока на тренера. Я понимал, что я игру хорошо понимаю, но играть в нее у меня как-то не особо получалось в моменте. И я помню этот разговор приблизительно, так скажем, да, он просто пришел, сказал: ты пойдешь тренером. Я такой: окей, и все. Как бы. Я вот был игроком, а после этого разговора я стал тренером. Как бы. Я как ведомый, знаешь, пошел просто, погнали. Победа Spirit на Катовице
вызвало у меня, наверное, сильные очень эмоции. Прям, я думаю, самые большие эмоции. Ну, первая большая победа в КС, да, потому что этого они что там выигрывали? Ну, там, Bad Boom Дачу. Ну, да, серьезный турнир, было приятно, но это же не какой-то там вот мажор, да, как сказать. И потом, да, и потом у них поперло. Они-то начали больше Тир-1 турниров выигрывать, мажор выиграли. Когда мажор выиграли, ну и все, они закрыли гештальт, тоже, знаешь, галочку можем поставить, мы чемпионы мажора. Ну и первая победа на NTA у Спиритов, это тоже было очень сильно. Тогда они были андердогами, это прямо какая-то fairy tale story, ну то есть тоже очень сильные эмоции испытал. Первым делом я поздравил ребят. Я, по сути, мне кажется, я всем написал. Наверное, кроме Димы Шира, потому что я с ним не знаком. Да, со всеми остальными ребятами я там знаком. Ну, то есть Борис, Леня, Сережа, Халя, Чеширу написал тоже, по-моему. Я ему тогда, наверное, сказал, вот у тебя теперь лучшая команда в Доте и в КС. Поздравляю. Выигрывают Лигу чемпионов по футболу. Я не знаю, что будет через 10 лет с киберспортом, это сложно сказать. 10 лет назад у нас был CSGO, Dota была на пике как будто бы. Вот. Сейчас Dota по ощущениям при смерти, как мне кажется. Вот. Ну, посмотрим, что будет с CS, вроде все в порядке. Дай бог здоровья. Да, я думаю, то, что мы будем дальше развиваться, будет больше составов, будут новые дисциплины какие-то появятся. Будет, опять же, Чешир молодец, босс у нас классный, и я в него верю. Я верю, то, что у Spirits все хорошо будет. Через 10 лет свою жизнь я вижу, наверное, у меня домик где-нибудь в Подмосковье, там детки бегают, там тренирую свои команды молодые. Может, говорю то, что там, так, ребят, там вот здесь вот так сделать. Ну, там как-то уже более человой, возможно, вариант какой-то будет, я не знаю. Посмотрим. Как-то так я это вижу.